Только что увидели с обзорной площадки взлет самолета. Сейчас просто некуда яблоку упасть. А тут прям разруха. А Маше мы купили велосипед. Угадайте, за какую стоимость? Мы заехали в новое жилье. Оно оказалось не таким, как мы думали. Всем привет! Вы на канале Кочевники. И сегодня ждет очередной выпуск. Как всегда, спасибо за лайк и подписку. Погнали! Съезжаем с нашего домика спустя месяц проживания и едем в новое жилье, которое находится всего в 1 километре. Не можем найти, как всегда, в Таиланде с приключениями. Заехали на какую-то гору, оказывается, не то, что нужно. Но мы нашли телефон хозяина жилья Airbnb, дали трубку таксисту и через 5 минут разговоров поехали дальше. Мы заехали в новое жилье. Оно оказалось не таким, как мы думали. Оно намного лучше, и сейчас мы вам его покажем. Первое, что самое крутое тут есть, это стиральная машинка, потому что в большинстве бюджетных жилья, которые мы арендуем, ее нигде нету. И это на самом деле большая проблема, когда ты зимуешь, искать где-то эти стиральные машинки, таскаться с этими вещами и так далее. Ну, вы поняли. Здесь есть чайник, плита, тостерница и абсолютно все необходимое для того, чтобы готовить. Нам не нужно искать в магазинах, чтобы что-то докупать. Конечно же, есть микроволновка, и, к огромному нашему удивлению, у нас впервые есть здесь кофемашина. Здесь достаточно большое количество различных полочек и кухонной утвари, которая действительно необходима для того, чтобы зимовать в Азии. Здесь есть огромное количество бокалов, так что, если что, можно даже позвать гостей. Та вещь, которую мы не ожидали, это вот эти окна и офигенно красивый вид, потому что по идее, у нас должна быть была другая квартирка, где нету вот этих вот красивых окон, красивого вида. То есть здесь они есть только на 2-м этаже, на 3-м. На Airbnb были фотографии другой квартиры в этом же кондо. Там не было вот этих, собственно, красивых окон. У нас получается здесь практически 360 градусов панорама. Нам повезло не только в плане окон, что их намного больше, чем изначально планировалось, в том плане, что у нас намного больше телевизор, как видите, стереосистема, есть даже 3D очки, это как бы, редкость, где это есть. Помимо этого, такое ощущение, прям реально, как будто бы номер для блогеров. Селфи-палка, которую мы как раз хотели, чтобы снимать видео с байка, это очень удобно. Едешь, снимаешь. И второе, так как мы любим гонять на велосипеде, есть специальное крепление для телефона. Самое последнее, что я ожидал увидеть в номере, это вот это. Помимо этого есть большой балкон, что является нереально большим плюсом. Как видите, вот такой вот огромный балкон с таким вот видом. И нам, как всегда, везет, это вид на госпиталь. Нам везет на них. Даже с видом повезло. И вот такой вот еще вид. Оттуда здорово смотреть рассветы. И еще удобно, что тут раз заход, и второй заход это уже в спальню. Санузел идет с большой ванной, что не свойственно для Азии, и большим количеством полок для наших вещей. Здесь очень удобно, что есть огромное количество полочек, есть куда разместить и мои, и Пашины вещи, потому что у меня их достаточно много. И самые крутые вещи, которые тут есть, это, конечно же, шкаф. Здесь есть гладильная доска с утюгом. Это прям очень круто, потому что мало где есть, и обычно это все делается за дополнительную плату. Плюс еще есть здесь возможность включить свет и дополнительное постельное белье. Еще есть здесь сушилки, просто такие мелочи хочется отмечать, потому что на зимовке это очень важно, самостоятельно идти покупать это вообще не хочется тратить на это время. Еще тут есть такие полочки рядом с кроватью.
Спальня выглядит довольно уютно и, как обычно в Азии, с большой кроватью king size. К нашему сожалению, этот номер можно арендовать только на месяц. Мы уже в первый же день запросили аренду на следующий месяц. Стоимость нам обошлась за месяц всего 20 тысяч рублей. Как Маша уже ранее сказала, нам повезло, потому что именно этот номер, скорее всего, стоил дороже. На Airbnb было указано другое количество удобств. Не было стиральной машины, не было вот таких вот окон, не было большого телевизора, утюга и других удобств. Так как на ближайшие даты оно было свободно, скорее всего, поэтому сделали такую скидку. Также в этом кондоминиуме есть фитнес-клуб, бассейн и все остальное. Как видите, вот такой вот тренажерный зал. Далеко не все есть, но тем не менее минимальный набор имеется. И вот такой вот бассейн. Бассейн достаточно большой и глубокий. Впервые нам попался глубокий бассейн, можно прям нырять, купаться, это здорово. Тут можно чилить. И смотрите, в этот раз нам повезло, у нас на парковке находится водомет. То есть можно никуда не ездить. В прошлом месте нам приходилось воду покупать в 7-Eleven. Вот такая вот крытая парковка, где мы паркуем наш байк. Это очень удобно. Сегодня едем в храм, который виден практически с любой точки Чавенга, как видите. Название храма, к сожалению, не смог выговорить. Напишу название снизу. Выглядит сдалека красиво. Сейчас вам покажем с близкого расстояния. Ну что, поехали? Мы подъехали к самому основанию храма, дальше идти только пешком. Вот его название. А вот тут посмотрите, какой вид. Пагода называется Хао-Худжук, и вход сюда стоит 20 бат на человека. Мы заплатили 20 бат, и нам сдали вот такие браслетики и пожелали удачи. Фишка в том, что эти браслетики завязывают ламы, и они действительно приносят удачу. Тут открывается вид практически на 360 градусов. Какая красота. И тут уже видно абсолютно всю взлетную полосу от и до. Надеюсь, нам повезет и какой-нибудь самолет прилетит или взлетит, и мы, конечно же, вам это все покажем. Но помимо дорожки есть еще вот такой вот храм. При храмах всегда есть вот такие кувшинчики, где вы можете найти свой год рождения и кинуть именно в свой кувшинчик монетку на удачу. У меня год дракона, он вот. Как видите, тут есть картинки и на английском названии, на тайском. Смотрите, какое на тайском название. Вот я, допустим, год свиньи, да, вот это вот. Хоп, значит, это кувшинчик. Сюда нужно кидать. И также статуэтки каждого года.
Вот нам повезло, сейчас вроде бы будет взлетать самолет. Ждем, когда он развернется и будет взлет. Взлетаем. Все, полетел. Наверное, в Питер. Сейчас зайдем в храм, и тут вот можно, как всегда, снимать обувь. Если я не ошибаюсь, то это стопа Будды. И есть поверье, что сюда надо класть монетки тоже на удачу, там, на счастье. Вот. И она вся разрисована различными рисуночками. И монетки на определенном квадратике как раз-таки лежат. Я не знаю, к сожалению, что это значит, но очень прикольно. Вот здесь вот даже монетки стоят вот таким вот образом. И вот на якобы 1, 2, 3, 4, 5 пальчиках. Как видите, идет реконструкция. Эти стены расписаны. Видите, как красиво. Тут вот ламы нарисованы. А дальше еще ничего не нанесено. Интересно будет посмотреть потом, когда это все сделается. Но то, что уже открыто и не закрыто там на локдауне, это уже здорово, это отлично. Мы думали, когда ехали в Таиланд, что все достопримечательности, храмы, пляжи, все будет закрыто. Когда смотрели в июле, в августе всякие новости, думали, что будем сидеть в номере и никуда не выходить. На самом деле Таиланд абсолютно весь открыт, что, конечно же, очень радует. Позы Будды распределены по дням недели. То есть, например, если вы рождены во вторник, у вас вот такая поза Будды, лежачий, и это как будто ваш символ, ваш талисман. Смотрите, насколько необычно, что все свободно, никого нет. Вообще просто ни одного туриста, и буквально там несколько тайцев было. Это все благодаря чему? Благодаря тому, что локдаун, и нету огромных автобусов китайцев, которые обычно все заполоняют. Смотрите, какая красота отсюда открывается. Островок. А вот это вот береговая линия пляжа Чевенг. Красота. Можно было бы взять какой-нибудь коктейль, тут вот сесть и сидеть, смотреть, наблюдать. Красота. Вот мы поднялись на самый верх. Посмотрите, какая огроменная ступа. И какой тут открывается вид просто на 360 градусов. Аэропорт видно тут еще лучше, видите, прям вообще. Полный обзор. Красота. И море, как на ладони. Как видите, здесь есть такие лепесточки, которые вы можете купить внизу и тоже прикрепить своим именем, датой рождения и каким-то пожеланием.
Смотрите, в Централ фестивале уже полным ходом все готово к Новому году. Везде елки, красота. Вещь, которую стоит попробовать, это вот такое вот мороженое. Оно у меня из йогурта с натуральными фруктами. Оно абсолютно натуральное и очень вкусное. Получаются вот такие вот очень вкусные трубочки, которые потом складываются вот в такую коробочку. И получается вот такая вкуснятина невероятная. Thank you very much. В этом мороженое очень здорово чувствуется вкус настоящих фруктов. Оно прям чувствуется, что натуральное, и его очень приятно есть. Поэтому всем рекомендую. Ну и мы не могли уже без велосипедов, мы уже привыкли на них кататься. Целый месяц без них уже было очень грустно, поэтому я себе взял вот такой вот байк, 1500 бат в месяц, арендовал в этом же Кондо, вот название, кстати. А Маше мы купили велосипед, угадайте за какую стоимость. Чудо-велосипед, который просто последнее слово велотехнологий. Мы его приобрели за очень большую стоимость. Угадайте за какую. Намного дешевле, чем мой велосипед в месяц. Машин стоил, угадайте сколько. По этой улице очень много открыто массажных салонов. Тут ресторанчик вот еще открыт, довольно-таки неплохой, по 40 бат блюдо. Все записываем для того, чтобы вы не думали, что на Самуи прям все закрыто. Могло такое сложиться впечатление, когда в прошлый раз мы ходили по пляжу Чавенг, и там было все закрыто. Вот смотрите, видите, даже тай-массаж по 200 бат. Есть местечко такое. Вот этот ресторан работает, он и на китайскую, и на русскую аудиторию. Вот барчик какой-то тоже открыт. А тут прям разруха. И вот какая-то китайская была столовая, тоже закрыта полностью, потому что китайцев тут и нету. Видите, какой-то Чайнатау прям, и все закрыто. Ну, всякие маечки, очки, все, что нужно для пляжа, все это есть. Даже кастомные байки и суперскоростные байки. Тут кафешка открыта, неплохая. Вот это очень хороший массажный салон. Еще ресторанчики неплохие такие. Салатай. Мы приехали на наше любимое место на Самуи, в районе Чавенг, но тут уже все. Месяц назад тут было вообще свободно, никого не было, ни одного лежачка. Сейчас просто некуда яблоку упасть. Поэтому можно сказать, что и вот тут вот уже домики закрыты. Тут массажисток не хватает, я так понимаю. Потихоньку и Самуи заполняется людьми. Хотели с вами поделиться этим. Потому что у нас был такой момент, что мы приехали на Пхукет, и там было довольно безлюдно. И за месяц там людей очень сильно добавилось. Сейчас то же самое происходит и с Самуи.
Но неизвестно, будет ли продолжаться. Вот этот отельчик оживился. Тут тоже практически все было закрыто в прошлый раз. А сейчас, смотрите, уже бар открыт, лежачки, люди тусуют. Вот такие вот кафешки есть недалеко от пляжа Чавенг, буквально где-то в 500 метрах. Цены чуть-чуть выше среднего, но в целом, в принципе, можно и что-нибудь найти недорогое и вкусное. Чтобы комары не кусали, вот такую вот вонялку нам поставили под стол. Сели в кафешку, нашли с недорогими ценами, потому что в предыдущий раз мы говорили, что нельзя испортить такое блюдо, как, например, пад-тай, но в некоторых местах он был прям сам очень вкусный. Поэтому мы ищем вкусную еду по доступным ценам. И вроде бы нашли. Под нашими видео, которые выходят в Самуи, очень часто писали, что неужели все закрыто, прям настолько все плохо, многие уже купили билет и смотрели с ужасом. На самом деле не все так плохо, мы еще покатаемся не только по Чавенгу, там по другим местам, покажем вам. Да, есть что-то закрыто, процентов, наверное, 50-60, если вот ехать по улочкам, там, где раньше были кафешки, всякие туристические места, там, конечно, они закрыты, но тем не менее всегда можно найти такие уютные кафе, ресторанчики, где по доступным ценам можно посидеть, покушать, и людей практически нету. Если вспомнить наши с Машей предыдущие путешествия доковидные, то в Таиланде всегда, если какая-то хорошая кафешка, то там наверняка много людей. Обязательно там будут китайцы, будет очень громко, очень дискомфортно. То сейчас в этом плане, можно сказать, благодать. Если вы купили билет и все-таки летите на Самуи, то ничего ужасного в этом нет. Вы, может быть, даже вам наоборот понравится находиться в том Самуи, который сейчас есть. Друзья, в предыдущем видео мы озвучивали то, каким образом можно сейчас прилететь в Таиланд. И буквально на следующий день вышли новые новости, которые мы хотим вам рассказать. К огромному сожалению, Таиланд закрывает возможность прилететь сюда без карантина на всей его территории, кроме Пхукета. То есть получается, что чтобы прилететь в другое место, любое, кроме Пхукета, вы должны пройти закрытый 10-дневный карантин. В песочнице Пхукета все остается так, как было раньше. 7 дней карантин. То есть вы приезжаете в аэропорт, вам делают первый тест в аэропорту. Дальше вы ждете в своем отеле ША+. Результат теста, когда он приходит положительный, вы можете выходить и по Пхукету перемещаться абсолютно беспрепятственно. Единственное, что вам нужно ночевать в своем отеле. И на 6-7 день вам нужно уже сделать не экспресс-тест, то что самостоятельно, а все-таки опять, как делали мы в октябре, нужно приехать в специальное место, где вам сделают уже палочкой специальный ПЦР-тест. Как мы приезжали в октябре, в принципе, такие же правила, как сейчас снова вступили, то есть лично для нас ничего не поменялось. А если вы уже получили Тайпас и пока что еще не влетели в Таиланд, то для вас правила остаются прежними, как и по Тайпасу. Вы по этой программе спокойно влетаете, так что вы не переживайте. Если вы отправили заявку на Тайпас, но пока что ее еще не получили, то ждите, ее должны одобрить. Ключевые ужесточения же коснулись именно те 63 страны, которые въезжали последний месяц по Test and Go. Это когда ты приезжаешь, тебе делают тест, и потом ты можешь через сутки уже, в принципе, передвигаться вообще по всей стране. 4 января будет пересмотрено, возможно, какие-то условия, возможно, что-то поменяют, возможно, что-то нет. Но, по моим ощущениям, скорее всего, упрощать прям сильно ничего не будут, потому что там новый штамм, да, наверное, все в курсе, а тайцы очень такие, они 10 раз перестрахуются, поэтому прям что-то открывать, ну, скорее всего, нет. Даже я ванговал еще в середине октября, говорил, что до Нового года, скорее всего, прям сильных послаблений не будет, хотя очень многие трубили, что прям вот уже вот чуть-чуть еще и прям вообще без всего можно будет въезжать. Если бы не новый штамп, то, скорее всего, возможно, после Нового года какие-то послабления и были, но сейчас вряд ли. Но посмотрим, 4 января
мы узнаем. Единственное, что сейчас забрежила надежда у тех, кто сейчас находится в Таиланде, это то, что возможно, я не говорю, что это точно, но возможно ковидный штамп все-таки продлят. Потому что такая ситуация и всякие там виза-ран делать в другие страны сейчас проблематично становится. Посмотрим, что будет. Смотрите, какой стейк принесли прям. Выглядит довольно-таки вкусно. То, что принесли Маше, прям мне очень понравилось. В принципе, как и Маше. 60 бат Стоит всего 60 бат. А у Паши 80, по-моему. А вот это стоит 80 бат. Да здравствует доступная тайская еда. Смотрите, нашли ночной рынок на Самуи, но туда попасть не так-то просто. Видите, тут такая вот очередь. Потом там нужно записывать свой телефон, подпись, имя, фамилия. Дальше вам крепят на плечо специальную наклеечку. Дезинфицируют руки, температуру меряют, и потом только ты проходишь вовнутрь. Целая процедура.น้ำยาฆ่าเชื้อนะครับธันวาคมเรามีการสวดมนต์ข้ามปีนะครับ Суть тут, как всегда, проста. Набираешь еду и садишься на таких столиках, кушаешь. Тайцы очень любят это делать, они дома практически не готовят, поэтому для них такие места это прям целый обряд такой. Для любителей сладкого вот такие блинчики с нутеллой. Смотрите, можно бургер купить. 60-85 бат. В принципе, недорого. Мы в итоге взяли биф-бургер. Сейчас будут его нам готовить. И рядом с этим вечерним рынком находится вот такая вот красота. Вдоль набережной этого озера такая подсветка красивая. Если вам понравилось видео, то, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!
the part you have to play.